Всем привет! В этом разборе мы попробуем выйти за рамки обычного поиска в интернете и посмотрим, что же такое мир настоящего цифрового расследования. И начать стоит с вопроса, который на первый взгляд кажется простым. Ведь гуглить умеет каждый, правда? Но на самом деле есть огромная разница между тем, чтобы по-быстрому что-то найти, и тем, чтобы провести настоящее глубокое расследование. Вот смотрите. С одной стороны, наш привычный, часто интуитивный и даже хаотичный поиск, а с другой — системный структурированный подход. Это и есть OSINT, то есть разведка по открытым источникам. Это не просто поиск, это целая дисциплина со своей собственной методологией. И тут сразу очень важный момент. OSINT — это ни в коем случае не хакерство. Речь не идет о взломе. Это скорее искусство находить ту самую иголку в стоге сена, используя логику и четкую структуру. Превращать хаос общедоступной информации в действительно ценное знание. Итак, давайте к первому столпу. Он, возможно, самый главный в профессиональном расследовании. И секрет тут очень простой. Сначала план, и только потом поисковый запрос. Не наоборот. Чтобы было понятнее, давайте разберем это на таком почти реальном примере. У нас есть условное дело. Нужно выяснить, была ли некая компания Blue Harbor Energy замешана в каких-нибудь экологических скандалах. Что делает обычный человек? Просто вбивает в поиск название компании. А профессионал действует совсем иначе. Он сначала разбивает задачу на 4 шага. Сначала декомпозиция. Что именно ищем? Штрафы? Отчеты? Потом подбор ключевых слов. Дальше построение точных запросов. И, наконец, определение, где именно искать. И вот тут-то и кроется магия. Поисковые операторы. Это, знаете, как сравнить кухонный нож и скальпель хирурга. С помощью таких операторов обычный запрос превращается в высокоточный инструмент, который отсекает весь информационный шум и находит именно то, что нужно. Окей, с поиском документов разобрались, переходим ко второму столку. Здесь задача усложняется. Мы будем не просто что-то искать, а составлять настоящую карту цифровой жизни конкретного человека. Давайте представим, что у нас есть всего лишь несколько зацепок. Ну, скажем, ник в Telegram, кусочек адреса электронной почты и сферы интересов. В мире OSINT это называют якорями идентичности. Именно с них и начинается настоящее расследование. Каждый такой якорь — это, по сути, ниточка, за которую можно потянуть. Мы начинаем проверять никнейм на всех возможных платформах, искать этот фрагмент email на сайтах конференций или в каких-то утечках, сопоставлять имя с темой интересов, и так, шаг за шагом, наша карта становится все больше и больше. И в результате получается не просто хаотичный список ссылок, а структурированная карта цифровой личности. И вот что здесь самое главное. Обратите внимание на колонку «Уверенность». Мы не просто находим какую-то связь, мы критически оцениваем, насколько она на самом деле надежна. И, наконец, третий столб. Его часто недооценивают, а зря. Он решает одну фундаментальную проблему. Информация в интернете, увы, не вечна. Любой пост могут удалить, аккаунт заблокировать, сайт просто перестать работать. Профессиональный расследователь это прекрасно понимает, поэтому он не просто находит доказательства, он их немедленно и очень тщательно сохраняет. И для этого тоже существует свой четкий протокол. Зафиксировать контекст, откуда это, когда, скачать весь контент в оригинале, все аккуратно разложить по папкам и, что очень важно, вести подробный журнал всех своих действий. Такой подход гарантирует, что каждое сохраненное доказательство сохранит свою целостность, и его можно будет проверить. И вот тут мы подходим к очень важному этическому вопросу. Профессионалы всегда проводят четкую грань между полным внутренним архивом, который нужен для доказательств, и публичным отчетом. В отчете все чувствительные данные, лица, личная информация скрываются. Цель — информировать, но ни в коем случае не навредить. Так что же в итоге формирует мышление настоящего расследователя? По большому счету, дело даже не в наборе инструментов, а в самом подходе к работе. Получается, все держится на 3 таких китах. Во-первых, это стратегия, которая появляется еще до начала поиска. Во-вторых, это методология, которая помогает соединять разрозненные точки в единую картину. И в-третьих, это железная дисциплина в сохранении найденных доказательств. И в конце просто мысль для размышления. Вот если представить, что такой опытный расследователь, используя все эти методы, взялся бы изучить чей-то публичный цифровой след, какую бы историю этот след смог рассказать?